Всем привет! Сегодня расскажу вам веселую и поучительную историю о том, как я по чужим рисункам паттерны рисовала. Несколько месяцев назад я прошла курс у Карины Кино, курс по паттернам. Собственно, я начала это дело потихоньку осваивать, нарисовала несколько паттернов. Внезапно так получилось, что на Маркет-маркете была как раз распродажа, то есть скидки на печать тканей. И я на радостях поскакала, свои ткани напечатала с моими паттернами. Получила их, довольная и счастливая, и, собственно, первым делом решила похвастаться Ире. Ира Федорова – это мой прекрасный дружочек из Тольятти, у нее там своя мастерская «Балкон с секретом». Ира занимается закупом и пошивом из тканей, и она, собственно, тот человек, которому я первым поскакала хвастаться своими тканями, с моими рисунками. Мне это показалось очень логичным. В общем, я Ире показала, а Ира, как всегда с моторчиком, она тут же придумала, почему бы мне не собрать в паттерн рисунки ее дочки. У Иры замечательная дочка Алина, молодой художник, и я уже много лет благодаря тому, что Ира выкладывает в соцсетях ее рисунки, собственно, любуюсь ее графикой, замечательная графика, мне очень нравится. Ира договорилась с Алиной, чтобы Алина дала мне несколько рисунков, и я собрала их в паттерн. Рисуночки замечательные, мне сразу очень понравились, очень красивые. Я собрала паттерн на вдохновении за один день, но не просто собрала эти рисунки в паттерн, поскольку у меня еще такая кракозябликовая профдеформация, мне надо из всего создавать какие-то сюжеты. И вот в том числе из этих замечательных рисунков с улиточками и с домиками я решила придумать сюжет. Ну, точнее, он сам придумался, потому что там был такой кот с наглой мордой, который откуда-то оборвал флажки. И такие же флажки я увидела на улиточках, и у меня сразу придумался сюжет о том, что где-то в каком-то городочке проходят улиточные гонки. Там, значит, натянутые флажки, чтобы обозначить трассу, по которой улиткам нужно двигаться. Ну, а наглый котяра, естественно, бездельник, он флажочки оторвал и пошел с ними валяться на травку. Вот. У меня была задача ничего самой не дорисовывать, то есть использовать исключительно Алинкины рисунки, поэтому благодаря фотошопу мне удалось там вот надергать, вырезать какие-то кусочки из ее иллюстраций, немножко их там повернуть, перевернуть, чтобы вот это выстроилось в такую сюжетную линию, в такую картинку. В общем, в итоге собрался паттерн, который лично мне очень понравился, я такая абсолютно нескромная, но мне понравился этот паттерн. На мое счастье, он понравился и Алине, и Ире. Ира тут же заказала печати с этим паттерном. И, в общем, получила эти ткани и уже даже кое-чего сшила. И я очень рада, что такая получилась у нас, сложилась веселая история. Все довольны. Я довольна тем, что у меня получилось придумать красивый паттерн и еще и поработать с такими прекрасными рисунками, потому что я так классно рисовать не умею, я даже не претендую на это. Ира получила ткани, из которых она с удовольствием что-то там шьет. А Алина, я надеюсь, увидела, что ее рисунки можно применять для каких-то утилитарных целей. Вот. Полюбуйтесь, пожалуйста. Надеюсь, вам тоже понравится. И, собственно, к чему я весь этот разговор-то завела? Не просто для того, чтобы похвастаться, какая я молодец, и это тоже. Я предлагаю вам, если у вас есть какие-то рисунки, допустим, рисунки там ваших детей или ваши рисунки, которые вы могли бы предположить, что их можно увидеть на тканях или на полиграфии, или даже психануть и закатать обоями на стену, я могу вам помочь и из ваших рисунков составить вам паттерн, который вы потом сможете где-то напечатать. Так что, если хотите куда-то применить ваше художество, пишите, буду рада вам помочь. Вот такая история. Надеюсь, вам было интересно.